думаю, внушает недоумение. Это вот такой вот раритет, это мне фишка. Всем привет, друзья! Я живу в своем маленьком, но уютном спринтере уже более полугода, и за это время я перебрал очень много вещей, чтобы выбрать самые необходимые и качественные, которые могут уместиться в мой вэн и при этом являются самыми нужными в дороге, и я знаю, что не подведут меня. В этом выпуске я хочу рассмотреть и показать вам те вещи, которые я покупал. Конечно, многие, которые я покупал, ломались, приходили в негодность, мне пришлось искать что-то новое, и вот в данный момент у меня уже устаканились и выжили те вещи в моих условиях, которые действительно классные, которые действительно мне помогают. И я с удовольствием вам расскажу и покажу, в общем, из чего состоит мой автодом. Мы пройдемся как по бытовым вещам, так и по техническим вещам автодома. Самое главное, я буду давать вам полные ссылки на покупку этих вещей в Амазоне. То есть вы можете пройти по ссылке в описании к видео и найти любую вещь, которую я сегодня покажу вам на Амазоне. И даже если у вас нет возможности купить на самом Амазоне, там есть ее точные характеристики, название, вы всегда сможете найти ее где-то еще. Вот мое рабочее место. И самая важная его часть, на самом деле, и очень полезная для меня, это вот этот вот мини-вентилятор. Что мне нравится в нем, расскажу сейчас. Он стоил порядка 20 баксов. Он беспроводной, то есть он может работать от USB, но также он может работать от батарейки, причем очень долго, я реально удивился. У него 4 скорости, он может на прищепке куда угодно прикрепиться, и он вращается в любую сторону, очень классно. В общем, мне очень нравится, и 1000 раз меня выручал, когда было жарко, не нужно было включать кондиционер, тратить электроэнергию. Прямо рядом с вентилятором у меня есть термометр такой, который также показывает влажность. Мне он очень удобен, потому что я могу, сидя сразу с рабочего места, смотреть температурку, подкрутить, если что-то надо, и в общем, отрегулировать себе приятно. Плюс влажность, очень удобно следить за влажностью в автодоме, чтобы не образовывался грибок, плесень какой-то. Если видишь, что влажность сильная, то можно ее подсушить кондиционером, то есть или просто открыв окна, например. Второй термометр у меня висит прямо на стене. Чем он удобен? Тем, что у него есть еще второй термометр, который у меня стоит снаружи. И я могу всегда посмотреть, что творится на улице, не открывая автодом с утра. Перемещаемся на кухню. С кухни, значит, тут такая вещь у меня очень полезная. Это вот такие вот замочки, которые нужны, если вы не хотите что-то сверлить, что-то долбить. Они очень легко открываются и закрываются. То есть шкафчики всегда закрыты, и их всегда можно снять, они на наклейках. У меня есть на один шкафчик, и на второй шкафчик, на нижний, тоже вот такой замочек. Очень удобно, они быстро открываются, быстро закрываются, стоят копейки. Еще одну вещь, которую я хотел показать, это, конечно, посуда. Мне она очень понравилась. Я купил себе вот такие вот набор пластиковых мисок. Он шел вместе в комплекте с пластиковыми тарелками. Вот их 4 штуки тоже. И пластиковые вилки-ложки. Набор тоже очень дешевый, там порядка $20 стоит, но пластик очень качественный, не деформируется при температуре. И на самом деле классно, что он не звенит, в отличие от железа там или чего-то еще, не бьется и в принципе легкий. То есть я за вот такой вот пластик, причем он там как-то сказано, что он какой-то там органический, неорганический, переработанный, я не знаю. В общем, очень классный пользоваться им, и легко моется, и при этом дешево стоит. Двигаемся дальше. Ванна, туалет, гардеробная, все вместе. Тут много вещей, которые на самом деле нужны. Начнем с сушилки для одежды, которая мокрая. То есть она вот так вот регулируется. Видите, да, ее можно закрепить с двух сторон. Вот она с другой стороны крепится, и их таких 2 штуки у меня. То есть очень легко сушить одежду, если такая необходимость имеется. Вот такие вот прикольные для шампуней емкости. По 2 штуки они продаются. И хорошо дозируется. Можно для мужчины, для женщины, значит, отдельное. Или если хочешь разнообразить свою рутину разными там запахами, вкусами, пожалуйста, тоже можно. Вот эта вот аптечка, она же шкафчик для ванны, в общем, для всего остального. Очень тоже удобная вещь. Опять же, почему? Потому что она легкая, она не ржавеет, когда тут вокруг вода, она не деформируется, если бы это было дерево какое-то, и она легкая. Очень важно в автодоме, чтобы все было легкое, но при этом прочное. Она легко крепится сзади, и тоже стоит, кстати, очень дешево, там в районе $15-20 она стоила. Идем ниже. Ниже у меня вот такой прекрасный стул. Здесь он пуленепробиваемый, противоударный. Опять же, он не ржавеющий, он покрыт таким
значит, покрытием, чтобы не ржавело. И он пластиковый при этом, но пластик очень-очень классный, очень прочный. У него даже какое-то там название есть этой фирмы, называется Lifetime, то есть пожизненное. Кстати, я его использую еще как хранилище для обуви, как такой вот шкафчик, когда у меня обувь уже не вмещается, потому что у меня скопилось много обуви. У меня тут еще есть отдельный шкафчик для обуви, я потом расскажу, что за обувь я использую, какие марки, потому что в походах очень важно качество, и я не один десяток пар обуви уже убил, перебрал, чтобы найти те, которые мне нравятся очень сильно. Но об этом позже. Кстати, возвращаясь на кухню, вот такое хочу порекомендовать еще крепление для зубной пасты, там чего-то еще, вилок, ложек, если нужно очень быстро что-то достать, то что вы постоянно пользуетесь. Вот на присосочке оно тоже есть, то есть сверлить ничего не надо. Стоило там оно около $7 и легко снимается, если нужно помыть. Легко крутится, перевешивается на новое место. В общем, очень классная штука. Да, и на кухне, конечно же, давайте я вам расскажу про все мои интересные столовые приборы, которыми я постоянно пользуюсь. Самая, наверное, часто используемая вещь — это French Press. Он для чая, может быть, для кофе. В общем, универсальная вещь, когда вам нужно много и когда у вас гости. Лучше его купить, очень полезно, потому что не надо постоянно чаинки, значит, думать, как отфильтровать. Но я также люблю хороший заваристый кофе, поэтому у меня есть еще и вот такая вот кофеварочка. Она на одного человека, но если вы любите покрепче, то можно и на двоих эспрессо делать. Она стоит недорого, по-моему, там в районе тоже 20-25. И, в общем, очень долго у меня живет. Мне многие спрашивали, что за модель. Вот в описании вы все это увидите. Кстати, ребят, для тех, кто хочет заработать и не знает как, это видео, которое я сейчас делаю, все ссылки на все товары, которые я вам сейчас показываю, рассказываю, они ведут на Amazon. И если у вас есть возможность заказать с Amazon, то вы можете по этой ссылке, ну, просто перейти на товар и положить его к себе в корзину и заказать. Но, если вам интересно, как можно дополнительно зарабатывать в дороге, рассказываю секрет. Есть такая вещь, как Amazon Associates, то есть как бы представитель Амазона. Если у вас есть какой-то канал, какое-то количество подписчиков, Amazon вам может дать такое право, значит, заниматься, ну, фактически рекламой ее продукции. Для вас разницы никакой нету, цена остается такая же, как если бы покупали, не переходя по моей ссылке. Но для меня, если вы переходите по моей ссылке, в зависимости от товара, там может идти пара-тройка процентов комиссии, что, в принципе, очень удобно, тем более, что я не рекламирую ничего, что мне прислали специально. Я рассказываю о тех вещах, которые я сам реально пользуюсь, которые сам реально купил для себя и которые у меня остались, значит, они мне нравятся, они мне подходят. Так что, если хотите меня в том числе поддержать, и у вас есть возможность что-то из этого купить на Амазоне через мою ссылку, а не просто отдельно, то мне будет приятно, и тем самым вы как поддержите мой труд, который я трачу время на то, чтобы вам все это рассказать, показать. Заранее, кстати, за это вам спасибо. Я думаю, через пару месяцев я сделаю обзор о том, как этот Amazon Associates себя показал. Если действительно кто-то будет покупать у меня хоть что-нибудь по этим ссылкам. Может и нет, ничего страшного, но мне прикольно попробовать. Так что вот сделал такую штуку, и когда пройдет какое-то время, я расскажу, сработала она, не сработала, есть какой-то в ней смысл или нет. И давайте теперь заглянем ко мне вот в этот вот шкафчик, который я продемонстрировал уже, как закрывается, открывается. В нем есть две полезных вещи, которые я храню. Это вот такой вот пылесосик, которым можно пылесосить, в общем, любой мусор или что-то, если вам нужно после ремонта, после какой-то чистки, значит, сделать. Он тоже на аккумуляторах, хватает их очень реально надолго, и при этом он достаточно мощный. Это Black & Decker, рекомендую. Литиевая батареечка тут стоит, заряжается. В общем, классная штука, он не ломается. У меня уже второй, один остался в квартире в доме, второй вот я взял себе, купил. Мне очень нравится. Рядом с пылесосом у меня вот тут притаился вот такой вот газовый обогреватель. Это дополнительный обогреватель к тому, что у меня уже есть, который встроен в автодом. Но это, кстати, на случай прям лютых морозов. У меня здесь стоит баллон, который можно перезаправлять. Специальный баллон, который можно перезаправлять. Я о нем расскажу чуть позже. И сам обогреватель, в общем, Mr. Heater Portable. Очень быстро, легко включается. Поставил его там где-то у ног. Главное не забывать периодически проветривать помещение, потому что газ, сами понимаете, открытый не очень полезен.
Если кто еще забыл, у меня в этом же шкафу стоит огроменный кондиционер, который я сейчас покажу вам. Вот смотрите, какой он огроменный прям. Который я все время хочу выкинуть, потому что реально он что-то как-то не очень справляется. Но когда наступает сильная жара, я его включаю не одним, а в дополнение к рабочему двигателю, он помогает. Когда жара там под 40 градусов, он реально помогает. Я думал поставить себе кондиционер на крышу, но, к сожалению, у меня там уже нету места вообще для кондиционера. Там все закрыто панелями. Плюс у меня стоят два Max Air Fan. Вот таких вот, да, если кто-то помнит в моем обзоре автодома. Кстати, они тоже, давайте про них расскажу, две минутки. Значит, у меня их стоит два. Один вот в, что называется, в гостиной на кухне. И второй у меня стоит в спальне. Вот он тут даже крутится. И их можно работать как оба на вдув, оба на выдув, либо циркулировать, то есть один на вдув, второй на выдув. Каждому предлагается вот свой пультик такой. И что удобно с этими пультами, что помимо того, что тут можно устанавливать скорость и все остальное, тут можно также установить температуру, при которой вентилятор будет либо включаться, либо выключаться. То есть, если в автодоме стало жарко, он автоматически включится, начнет дуть. Или если стало холодно, он автоматически выключится и перестанет дуть. В общем, так что такая вот электроника очень прикольная. И экономит, на самом деле, кучу электроэнергии, в отличие от кондиционеров, плюс у вас всегда свежий воздух. Но если у вас есть какой-то опыт или какой-то реальный кондиционер внутренний, который вам нравится и который жрет не очень много электроэнергии, потому что, повторюсь, на крышу я не могу себе поставить больше ничего, а вот что-нибудь в дом я бы поставил такое более компактное и более эффективное, чем вот эта вот бандура, то, пожалуйста, напишите мне модель какую-нибудь в комментариях, я буду очень признателен, потому что я вот думаю его просто выкинуть и начать использовать этот шкаф по назначению, а именно, вы видите, тут когда-то был гардеробная. Давайте теперь заглянем в мой технический шкафчик, и я покажу, какие вещи я вожу с собой, чтобы, так сказать, не быть застатым врасплох, если что-то с автодомом случилось, чтобы у меня были все инструменты, необходимые материалы и запчасти, чтобы его починить хотя бы на базовом уровне. Посмотрите, что там. Вот, вы видите, как плотно тут все, значит, забито, заставлено, и сейчас я вам расскажу, какие вещи я тут купил себе в дорогу. Ну, зонтик, естественно. Тут у меня медвежий спрей. От медведей, также от нехороших людей помогает. И если вдруг его кажется мало, у меня есть еще один. Потому что в комплекте они просто продавались, но тем не менее, я думаю, у них срока годности такого нету. Дальше. Вот такой вот набор инструментов для машины. Я думаю, тут все поймут и без слов. Крутелочки, отверточки, ключики для всех случаев жизни. Очень классная штука. Дальше. Набор отверток всяких пассатижей и мелких тоже для необходимого. В этом шкафчике осталась, значит, еще рулетка, батарейки, датчик давления шин и набор предохранителей на все случаи жизни, больших, маленьких, толстых и тонких. Да, еще очень удобная вещь, особенно для моих сдвоенных колес, это вот такие вот, значит, удлинители для подкачки шин. Потому что, если вы помните, у меня задние колеса, сейчас покажу вам, вот такие вот, и они там находятся далеко, поэтому приходится сначала вставлять удлинитель в пипетку эту, и потом уже только накачивать. Раньше я, конечно, мучился без этих штук и извращался очень долго, чтобы попасть и закрутить, подкачать. Сейчас это стало гораздо проще, поэтому если у кого-то такие проблемы есть, не жадничайте. Десятка баксов эта штука стоит, полный комплект, и все проблемы решены. Теперь посмотрим, что во втором у меня ящичке. Тут у меня, как говорится, да будет свет. Значит, у меня тут есть одна лампа, такая вот, которая вешается для кемпинга. И причем прикольно то, что она с солнечными панелями. То есть, если прям совсем голяк, можно даже ее подзарядить прямо на солнце. Вот так вот она работает и даже может мигать, чтобы вас увидели где-нибудь в горах. Так, дальше. Здесь у меня еще одна мощная лампа, которую я обычно вешаю на велосипед, если катаюсь ночью. Но также она может прекрасно работать как фонарик. Вот видите, как очень здорово светит. Все очень становится ярко с ней.
А что еще? Вот такой вот гудочек для злых собак, чтобы их дрессировать, но мне он помогает отпугивать всяких диких зверей, если вдруг кто-то из них решится подойти ко мне поближе, потому что не хочу зверушек пырскать перцовкой. Сначала попробую их отпугнуть. Если этого не получится, тогда уже в ход пойдут более мощные средства. Баллончик для людей тоже имеет место быть. Большой и поменьше, если хочется куда-то закинуть в рюкзак или там в карман, на всякий случай, когда гуляешь по не очень приятным районам. Тут у меня фонарики на велосипед проблесковые, чтобы меня, так сказать, заметили в темноте и объехали. Такие же, как я. И очень важная штука летом, это такая вот, сейчас покажу. Это вот такая вот чулок. На самом деле нет, я не граблю с ней банки, но это противомоскитная сетка, которая одевается на голову пчеловода. И можно, в общем, ходить в лес, укутавшись в куртку и вот надев такой мешок на голову, и не бояться, что тебя сожрут комары. Хотя бы какое-то время, но очень помогает. Вот так вот это дело выглядит. Причем изнутри видно все прекрасно. Снаружи, я думаю, внушает недоумение, но зато работает. Третий шкафчик. Самый часто, наверное, используемый в автодоме, потому что в автодоме всегда что-то отламывается, отклеивается, отслаивается, или просто нужно все скрепить. Поэтому клей и лента — это must-have, что называется. Вот, значит, такая у меня изолента плотная есть. Есть вот такая лента для подкраски, если не хочешь обрызгать стекло. Gorilla тейп, то есть такая вот прозрачная, двухсторонняя, прозрачный скотч. Вот такая же двухсторонняя, только прозрачная с двух сторон. Лейкопластырь. Лейкопластырь — вещь очень нужная. Ей можно и мозоли свои, значит, лечить после длинных хайков. И также она очень хорошо держит даже как изолятор проводов или чего-то еще такого. У нее очень хороший клей. И тут у меня еще есть вот одна такая лента. Сейчас покажу вам. В общем, это такой очень классный герметик. Если на корпусе, там где швы, вот появляется ржавчина, что-то начинает расходиться, то можно вот такой штукой заклеить. Также она работает для труб. В общем, универсальный такой для ремонта всего того, что не должно пропускать влагу или воздух. Очень хорошо работает. И, конечно же, клей суперклей, какой-то цементный клей. Ну и, конечно, двухсторонний набор липучек, чтобы можно было что-то быстро отодрать и заклеить заново, если нужно постоянно. Вот, например, я использую их для того, чтобы держать свою вот эту вот разделочную доску на столе, зафиксировать ее. Но на липучках она будет хорошо держаться. Также у меня есть коврик вот такой от ванны идет. И он тоже у меня на липучках, потому что иногда его нужно чистить. Но вот на липучке хорошо он встал и нормально держится, не прыгает по салону. У меня еще вот такая вот силиконовая лента, которая наполовинку только клеится, а вторая половинка как бы свободна. И она очень удобная, сейчас покажу, потому что автодом сам по себе представляет большой пылесос. Вот реально, у вас постоянно работает вентиляция, когда вы едете, да, вдувает что-то, выдувает что-то. И вся пыль, которая поднимается с дороги, она будет оседать в автодоме. Поэтому желательно все места, которые хоть немножечко щелочки есть, их закрывать. Сейчас покажу, как я это сделал. Вот здесь, видите, вот у меня она проклеена. Когда открывается дверь, она может открыться. Но потом она плотненько закрывается собой, и ничего уже, никакой пыль не попадает вот по всему периметру. Идем дальше. Вот эти две очень важные барсеточки. Сейчас я вам расскажу, что это такое. Первая из них — это для ремонта шин от проколов. То есть стандартный комплект, который должен быть у каждого автодомчика, да, просто у каждого автомобилиста. Здесь куча разных, значит, частичек для вытаскивания, для сверления, для того, чтобы, значит, дырку заделать. Все имеется в комплекте, обязательно пусть он у вас будет. Вторая, считаю, очень необходимая вещь — это компьютер. Вот такой вот
который стандартно идет, его можно перепрошивать под ваши конкретные модели, чтобы смотреть коды ошибок, если у вас что-то загорелось, а механика рядом нету, или он есть, но он зарядил вам в 10 раз больше, чем вы думаете, это должно стоить. Подсоедините, посмотрите на этот код, поймите, в чем реально проблема, и можете ли вы ее сами решить или нет. Следующий отсек — это моя аптечка, тут со всякими, значит, обычными и необычными таблетками в дороге, там от жара, от боли и всего остального. Мультиметр очень помогает диагностировать обрыв проводки, напряжение тока, всего остального. Вот такая вот штука, если аккумуляторы, значит, подсдыхают, она поможет запустить машину, завести ее не с нуля, но дает большой буст, большой толчок преимущества. И вот здесь у меня вот такой вот комплектик, сейчас покажу его. Что это комплектик для накачки шин. Все можно выставить, сколько нужно давления, и он работает от прикуривателя. Очень большой кабель, я удлинил его как раз для вена, чтобы хватало на задние колеса. У меня был сначала беспроводной, но беспроводной для моих шин, у которых давление 60-70 PSI, если вы помните, вот у меня такие здоровые шины, то аккумуляторов не хватало, как правило, чтобы накачать нормально одну полностью сдувшуюся шину. Поэтому решил взять проводной, и я знаю же, что у меня никаких сюрпризов не будет, мне всегда хватит электричества, чтобы накачать в дороге, если что-то вдруг случилось. Я очень люблю слушать музыку, и дома у меня была профессиональная, так сказать, хай-фай система, но я понял, что современные китайские колонки, вот типа такой вот Anker, какая-то тут она называется, не знаю, Soundcore 2 у меня, на небольших громкостях дают очень классный звук. При этом они портативные, они могут работать долго без заряда батарей. И, в общем, мне не очень понравились, так что я продолжаю ими пользоваться. И плюс она удачно входит в этот отсек вот возле микроволновочки, когда я сижу, работаю, не занимает места. Всегда можно подзарядить от того же шнура, что и вентилятор. В общем, мне очень нравится такая маленькая штучка. Ну, и если мы уже перешли к самому автодому, то вот еще пару вещей, которые я рекомендую купить, чтобы всегда чувствовать себя на уровне. Собственно, это уровни, по которым я определяю, как я стою. Вот сейчас видно, да, что стою практически плюс-минус ровно. И что же делать, если стою неровно? Для этого есть такие вот лего-наборы. Я купил из 10 штук, которыми можно каждое отдельное колесо подставить до нужной высоты, наехать на него, и вот выровняется все, что нужно. Очень легко они собираются на любую нужную вам высоту и складываются, также хранятся у меня сзади. Я уже рассказывал вам в предыдущем видео, что у меня вот такие вот датчики давления на шинах стоят на ниппелях. То есть я могу в приборе из кабины посмотреть давление каждой из них. Ну и пару слов о самих шинах. Это BF Goodrich. У меня стоят вот такие вот колеса, очень агрессивные. Они немножко больше, чем по паспорту рассчитывается для этого автомобиля. Но пока нормально езжу. Так что если... интересна эта модель, тоже она будет в описании. Проходя назад, хотел бы рассказать о том, что у меня стоит вот такая вот колоночка для воды, нагревательная, газовая. Очень она мне понравилась. Мне пришлось выкинуть старую, она была совсем уже ржавой и не очень удобной. Но вот эта новая называется InstaShower 7. Ну а внутри, вот прямо здесь в уголке, у меня пульт управления для нее. Включается, устанавливается необходимая температура нагрева максимальная, и показывается, вот когда она перестанет мигать, текущая температура воды. Вот сейчас 18 градусов температура воды. Классно то, что она смешивает воду, то есть она не просто дает либо горячую, либо отключается. У нее там есть какой-то отдельный бак, где она смешивает воду, то есть даже если вы включите горячую на полную, она не будет давать вам кипяток, она будет давать вам ровно столько, сколько вы выставили на пульте, и колонка не будет перегреваться при этом. Отдельно я хочу сказать про смеситель свой для душа. Мне он очень нравится тем, что у него всего один кран, то есть не два вот этих вот крана больших, которые нужно отдельно там крутить, а всего один. Он без ручек, без всяких, то есть у него очень мало подвижных частей, которые бы там приходили в негодность. И он очень компактный, что мне тоже очень нравится, поэтому в описании будет его ссылка.
И если кто-то сможет такую штуку купить, ну, она прям реально классная и смотрится очень современно. То есть я выкинул то, что было до этого, я выкинул шланг гибкий, я сделал себе оцинкованную трубу, такую вот очень хорошую, и я сделал себе, как это называется, тропический ливень, да, но, то есть классно тем, что он двигается во все стороны и при этом обеспечивает покрытие площади тела очень хорошо, не давая какой-то сильный напор. В общем, рекомендую вот такую вот комбинацию сделать. И в таком случае, если у вас труба, то уже тоже тут ничего не протекает, ничего не изнашивается, все очень компактненько и современненько. Сейчас не добраться до этих мест, но я вам поэтому расскажу просто словами и покажу картинки. Значит, у меня стоит в автодоме система очистки воды 4 степеней. По батареям у меня стоит 400 ампер, это Renogy и Battleborn. То есть Battleborn стояли раньше, я добавил еще Renogy, они такие же по характеристикам. В сумме у меня получается 400 ампер. И Renogy мне очень понравились, никаких проблем с ними нету, и стоят они уже недорого, в отличие от Battleborn, которые стоят там в 3 раза дороже. Поэтому я бы ставил Renogy 100 или 200 амперные батареи и вообще не парился. Еще что мне понравилось, я купил вот такие вот шкафчики, которые настраиваются один на другой. Их можно добавлять на любую высоту, сколько хотите. Они продавались в $3 по $5, по-моему, каждый из них стоил. Не знаю, если те, кто живет в Америке или где-то видели похожие, рекомендую взять. Они очень легко вынимаются, снимаются, разборные и добавляют так необходимое место в автодоме, которого нету для хранения каких-то мелочей. Естественно, если мы заглянем, в самом верхнем из них будет самые необходимые вещи. Это мои шнуры всякие, пауэрбэнки на 10 тысяч, на 20 тысяч, в зависимости от того, куда, как далеко я ухожу. USB всякие подзарядки, щеточка для линз фотоаппарата и дополнительный вот такой вот USB для быстрой зарядки, который подключается в 110, а не в 12 вольт, и заряжает дрон, батарейки или какие-то другие устройства гораздо быстрее. Поэтому рекомендую не использовать простые какие-то вот 12-вольтовые, если вам нужно заряжать какие-то мощные вещи, а купить дополнительно 30 там, или на 50-60 ватт уже специализированные USB-адаптеры. Средние полки у меня тут все подряд, значит, защита от комаров разных, набор для очистки матрицы фотоаппарата и отверточки дополнительные маленькие для каких-то более тонких целей. В третьем ящике я уже забыл, что тут. Вот сейчас вместе с вами буду смотреть. Значит, крепление для телефона дополнительное, крепление для фотоаппарата гибкое, которое можно намотать там на дерево, на столб, куда-то еще и поснимать с какого-то интересного ракурса. Вот эта вот интересная вещь, это электронная защита от комаров, которую можно вот включать, вставлять таблетки. Она работает очень долго и эффективно. На самом деле, когда я в ней хочу открыть форточку, я просто включаю эту штуку летом, и комары как-то меня не беспокоят. Ага, и тут у меня еще, вот смотрите, увлекаюсь по ночам, не даю воронам спать. Это варган, который я купил вот откуда-то из, по-моему, Алтая. Ребята делают, заказывал на eBay, вот еще когда работали все доставки, и очень качественно, мне очень понравился, как он звучит. Зарядка для фотоаппарата, батареек. Это не клизма, это продувка для, опять же, очистки сенсора в фотоаппарате груша. Последний шкафчик, тут, наверное, самая менее часто используемая вещь, это компактный инвертор. Если вдруг основной откажет, у меня основной на 3000 ватт, этот вот на 400. Ноутбук, там что-то подсоединить, вот он от прикуривателя может работать как запасной вариант. И тут у меня, господи, сколько же лет этой штуки-то, а? Кто-нибудь помнит, ребят, что это такое? Сейчас покажу. Думал, возьму в дорогу, когда будет совсем скучно и всю работу сделаю. Оказалось, нифига. Не бывает такого состояния. Но, тем не менее, это вот такой вот раритет. Это PSP-шка. 1000-я, самая первая, по-моему, да. Еще рабочая. Прошитая. В общем, на ней идут все игры. И вот даже, вот смотрите, кому-нибудь, если отзовется, тут даже есть вот отсек для компакт-дисков, мини-компакт-дисков. Когда-то вот такое было даже, представляете? Так что, может быть, когда-нибудь на пенсии, когда я все отсниму, все объеду, я загружу свои любимые игрушки и хотя бы пару часиков сижу, поиграю, поностальгирую.
Пишите, если у кого-то есть такие штуки или кто-то бы хотел такую заполучить. Может быть, устроим розыгрыш, а? Ну что, на первый раз, наверное, хватит пока обзоров. Я запишу еще один обзор, где расскажу о том, какими вещами я пользуюсь в походах, какую одежду, какую обувь, какие рюкзаки. В общем, что мне нравится, что я рекомендую брать после того, как я прошел в этом году, наверное, около 800 километров, хотя я начал только в апреле. Но те вещи, которыми я пользуюсь, показали себя отлично. Я бы хотел с удовольствием с вами поделиться этими моделями, этими производителями. Так что жду ваших отзывов. Если вы заметили у меня какую-то вещь, которую можно улучшить, если вы знаете более классную модель, пишите в комментариях, мне будет интересно. Если вы видите, что чего-то не хватает, а у вас она есть, тоже делитесь, пожалуйста. Мне будет интересно послушать, какие вещи вы используете в ваших путешествиях. Пока-пока.